Ну что ж, Европа. Давайте поговорим о Европе. Супер демократическая вся такая, из себя цивильная, добрая, любвеобильная и так далее. Но вот что меня смущает в Европе. Давайте присмотримся. Вот кто занимался всю жизнь колонизацией, Вторая мировая война, Первая мировая война. Кто все это делал? Откуда вообще все это пошло изначально? Вроде тоже были Европа, то все. Вы скажете, там короли были, монархи. Ну, у каждого, в принципе, короли и монархи все, что делали, это отдыхали, отрывались, гуляли, избивали слуг и так далее. В каждой стране уже очень-очень давно были министры и так далее. И разница между теми министрами и этими министрами, которые сейчас, то, что тех выбирал король в какой-то степени, или они покупали свое место. А тут их выбирает в какой-то степени народ, или они тоже покупают эти выборы. И знаете, очень часто народ не голосует, потому что кто-то очень хороший. А как говорится, из двух зол выбирают меньше. Вот. Значит, что там министры были, что там были министры, политическая элита была и при королях, и в демократии. Но это ничего не изменяет. Как бы Европа гасит демонстрантов по любым идеям, которые бы... И вот, опять же, конвой, Финляндия, Швеция, особенно Франция, там вообще кроме лошадей и палок, дубинок, еще и слезоточивый газ применяли. Ну, в Канаде, в принципе, тоже. Ну, вот, значит, это Европа, которая очень сильно трясется по поводу э, свободы людей и так далее. И вот, знаете, Европа, в принципе, это НАТО вместе с Америкой, с Канадой и так далее. Но вот что интересно, вот сейчас вот, если взять, например, Украину, да, вот Европа кричит Украина, мы бы с радостью помогли бы, там, послали бы самолет, но не можем, мы не можем, Украина не часть НАТО. Ну что за лицемерие, пацаны? Это с каких пор им это так было важно? Слушайте, не поймите меня неправильно. Не то, что я хочу, чтобы война еще больше разразилась, и чтобы в Европу влезла в это, то все. Но давайте говорить на чистоту. Лицемерие это есть лицемерие. С каких пор Европе нужно для того, чтобы сувать свой нос куда не надо, нужно, чтобы страна была членом НАТО. Ну вот давайте в Ливию зайдем. Вот Каддафи там был. И что, повстанцы ливийские против Каддафи, они что, члены НАТО были? Ну тогда Франция там самолетиками мочила, и не только Франция, там вся Европа замешана была, и Америка. Мочили этого Каддафи, и подводные лодки стояли их, там, и корабли стояли, и самолеты их не летали, бомбили. Французские особенно. Вот тогда французы, я помню, из себя выходили просто, как они завалят этого Каддафи. Завалили. И что теперь там в Ливии? Цветочки? Рай на земле? Что они там оставили, кроме разрушений, беспредела? И непонятно вообще, кто там сейчас, как, что делает. Что они там оставили? Понимаете? Ну вот туда не могли влезть, да? Вот Англия выступает за права, что вот надо украинцам помочь, как Путин агрессор. Слушай, а вы помните, кто была самая большая империя в свое время? Вот кто Америкой владел, Канадой и еще полмира? Да, интересно. Вот только недавно, только в последние времена вот Австралия независимость полную получила там. Канада тоже не так давно сравнительно получила как бы. Уже не было там никакой монархии. Ну, монархия есть до сих пор, королева, но она церемониальная и все. А так все принимали в парламенте в их все решения, то все. Но вот канализация закончилась только недавно. Вот. И Америка сейчас, да, конечно, мы поможем. Вот Америка послала в Эстонию колонну военных с бронетехникой. И чё? Германия вон в Литву, по-моему, послала 250 военных и 150 единиц техники транспортной. Все. Я понимаю, немцы гордятся своей армией, то все. Но эти 250 военных, это все-таки не 300 спартанцев. Да, ну как, ну что они послали? И чем это поможет? Вот эти, я не знаю, это более символически, я понимаю, да, но как бы что, еще такое заявление, мы послали укрепить наших союзников в НАТО, мы послали 250 военных и 150 единиц техники. И то
Они оттуда очень быстро свалят. Это как, знаете, как напоминает Канада, ну, были канадские инструкторы, вот эти 8 лет, да, тренировали батальон Азов, и не только, вот целая шумиха, сейчас идет целое расследование, как я уже говорил об этом в канадской армии, насчет кого они там тренировали. Вот, и вот они тренировали, и вот когда сейчас опять началась вот это вот, перед тем, как началась война на Украине, тоже сказали, что у них там есть тренера военные, и они послали спецподразделения с Канады, чтобы эвакуировать этих военных инструкторов. И я думаю, слушайте, а чем они тренировали, если их надо эвакуировать спецподразделением? Извиняюсь, тут помеха была небольшая. Ну так вот, спрашивается, это что за такие супер военные инструктора, которые тренируют чью-то армию, но если что-то там приходится туго, их надо эвакуировать, причем спецподразделением. Ну как бы, вот, и, ну, вернемся к Европе, да, ну вот Англия, ну, вы знаете, Португалия, Испания, все они, Австрия в свое время, они все пытались кого-то контролировать, кого-то захватить, все вели одинаковую политику колониализации. Франция тогда вообще после того, как стала республикой, решила захватить весь мир, включая Россию. Ну, зубы она обломала на России, но неважно как бы. Она вообще хотела захватить весь мир. Ну, все помнят, что было с Гитлером, и что было до Гитлера в Первую мировую войну, после которой Германия так обделалась, что ей потом запретили вообще армию иметь толком. Вот. Ну, вы понимаете, как бы, да, а до Германии Пруссия, Фридрих пытался завоевать все, что только мог. Как бы, понимаете, вот Европа, это, в принципе, та часть света, можно сказать, где все страны в какой-то момент пытались кого-то завоевать. Вот, в принципе, ну, Греция, конечно, например, в очень давние времена, но если взять Италия, Испания, Португалия, Франция, Англия, Австрия, они все что-то пытались. И заметьте, отношение в Европе, например, к России было всю жизнь такое, как и сегодня. Вот. Но вот это вот дело, не будем впутывать сейчас Россию, вот мы говорим чисто о Европе. Вы понимаете, какое лицемерие там творит. И даже вот сейчас вот ее поведение по отношению к Украине. Опять же, я не желаю Третьей мировой войны, не хочу, хочу, чтобы быстрее все закончилось, и чтобы люди перестали умирать. Но кому вы дурите бошки? Неужели вам еще кто-то верит вообще? Даже украинцы, неужели они вам верят вообще? Что значит, мы не можем послать самолеты, потому что Украина это не НАТО? Мы не можем закрыть пространство воздушное над Украиной, потому что это не НАТО. Вы не хотите этого делать. Потому что для того, чтобы это сделать, не нужно, чтобы это было НАТО. Чтобы Украина была часть НАТО. Нужно просто захотеть. Но вы не хотите, вы боитесь, у вас лицемерие. Потому что, когда в 2014 году Путин захватил Крым и ДНР и ЛНР образовались, вы тоже ввели санкции. Но вот прошло 8 лет, где ваши санкции? Да, что-то вы говорите, там какие-то санкции остались, но я что-то не могу понять, что за санкции у вас были, потому что олигархи русские продолжали делать бабки, банки все были открыты, армия пополняла вооружение и развивалась, газ, российский нефть продавались и продолжали продаваться. В чем заключались санкции вот эти вот после Крыма? Да, вот Крым аннексировал, все покричали, Европа, Америка, все там, Канада, поорали, как так, как можно, то все, Путин такой секой, такой плохой, мы введем санкции. И что? И так же будет, чтобы вы все знали, так же будет и сейчас. Как только закончится в Украине все, спокойно, тихо, очень молча, санкции потихоньку одну за другой отменят, потому что Европе нужен российский газ, Европе нужна нефть, Германия вон уже открывает свои резервы. Это всего-то, что произошло там? Сколько? 5 дней длится, 6 дней длится, и она уже резервы открывает свои. Они все эти санкции очень быстро отменят, потому что они лицемеры. Потому что они не готовы страдать за кого-то. Они могут кричать, что вот украинский народ, молодцы, борются за свободу, мы с вами. Они с вами и с любым другим народом. Только морально, издалека и чуть-чуть деньгами. Воевать они ни за кого не готовы не будут.
кроме как за свои интересы. И ни с кем они там спорить сильно долго тоже не будут. Понимаете? Они вообще вначале молчали, потому что они думали, что Путин за 24 часа все закончит. Тогда не надо будет вообще ничего начинать. Из-за того, что уже затянулось, так уже пришлось, уже народ поднялся в каждой стране, что типа, мол, что такое, вы не молчите. Так они вот вводят эти санкции, а потом они просто вошли во вкус и начали уже вообще всякую пургу нести. Вот, например, даже вот олигархи русские, ну, послушайте, ну не могут они влиять на Путина. Хоть как вы не делаете, и как бы, что вы хотите? Вы хотите вынудить олигархов и русский народ скинуть Путина? Но не могут они это сделать. Но вот я понимаю, банки вы перекрыли, чтобы Путина надавить на Путина, чтобы его люди могли кушать. Но он разберется с этим тоже. Он перекрыли банки, ну ничего, живет. День прошел, два, он так еще неделю может протянуть, если не больше. Ну а что за прикол, вот это что за понятие? Вот олигарх, например, вот он зарабатывает, он бизнесмен, он не политик вообще. Забрать у него яхту, которая в Америке стоит. Это с какого такого? Он что, обманул Америку, он своровал у Америки деньги, что вы конфискуете его яхту. Что за прикол вообще? Это не то, что я не олигарх, у меня нету яхты. Да? Но вот вообще вот это понятие меня взбесило еще, когда был конвой свободы в Канаде, и наш диктатор труда вместе с нацистской Фриланд, да, вот они, давайте называть вещи своими именами, вот, они решили заморозить счета не только протестующих, а тех, кто когда-либо давал им какие-то пожертвования. Что меня очень сильно взбесило, я это в одной из роликов тоже освещал эту тему, что как бы, ну как так, люди заработали деньги. Вот этот олигарх, богатый, он не богатый, он заработал деньги, вот он купил эту яхту. Ну, если бы я имел такие мозги, как этот олигарх, и мне бы так везло, как ему, я бы тоже бы себе купил яхту и имел бы кучу денег. Но это же не значит, что у меня надо забирать то, что я заработал своими мозгами, своей удачей, так сказать, неважно чем. Что значит вы забираете у меня это, конфискуете? Ладно, вы закрыли там, запретили въезд на ваше право. Можете запретить въезд любому олигарху в Америку и так далее по любой причине. Это ваше право, это ваша страна, вы делаете свои эти вот, или в Европу запретить. А что значит вы забираете имущество? Ну, я поговорю, это уже чисто американский прикол. Америка вообще безбашенная. Вот следующий мой ролик будет про Америку. И по сравнению с Америкой, Европа это просто заинька. Потому что то, что делает Америка, это просто, это, извиняюсь, это просто атас.